Меня на постоянной основе раздражают люди и делают это они с блестящим профессионализмом. Не перестаю удивляться, потому что тупизне нет границ. Всем привет, это Настя Максулева. Сперва поговорим о людях, задающих вопросы, которые их ебать не должны. И видно, что ты не хочешь на них отвечать, но эта охреневшая тварь продолжает спрашивать одно и то же, абсолютно не имея на это никакого права. Я думаю, тебе знакома такая ситуация, но позже люди в большом удивлении. Я в ахуе. Интересно, почему меня послали нахуй? Как она вообще посмела? Все очень просто. Такие вопросы задаются с целью узнать, насколько у тебя все плохо. Потому что овец не устраивает, даже если просто у тебя будет все нормально. Им надо, чтобы у тебя было все как у них. Вы не подумайте, мне бы очень хотелось сказать о людях что-то хорошее. Но, к сожалению, они сами не дают мне такой возможности. Особенно те люди, которые смеются и очень сильно с какого-то абсолютно не смешного, беспросветного бреда. Это же бред. Но ведь бред. Как можно адекватно и серьезно относиться к человеку, который намеренно врубает телевизор и втыкает в программы, от которых у меня просто льется кровь из ушей? Ну а что еще хуже, это когда они сами участвуют в разных фрик-шоу. Такие как Comedy Club, рассмеши смешного, или долбоеба, или кого там надо рассмешить. Хер разберешь, кто там есть кто. Смотря на эти кадры, испанский стыд не покидает меня еще долгое время. Какой идиот вообще будет смотреть телевизор с 20-минутной рекламой? А даже если он на Wi-Fi, вбивать в поиск Comedy Club, смотреть все выпуски будет только настоящий дебил. Дебил, блядь! С таких юмористических говнорассказов я б не смеялась даже за деньги. Есть такая поговорка «нет дыма без огня». Так вот, большая причина этого дыма – это не знающая границ человеческая тупизна. Фрики не отбивают дупля ни в чем. Тупые. Не соображает, что уместно говорить, а что нет. Ну и, конечно же, есть еще люди, которые относятся к другому подразделению дебилов. Это те, которые не понимают, насколько явно они демонстрируют свою зависть. Это проявляется в слежке за человеком, который им не нравится. Ненавижу этого идиота. А не нравится он, естественно, потому что он имеет что-то больше, чем они. Например, умнее их и стремительней. Конечно, это их будет раздражать. Вообще он меня бесит. И они просто при любой возможности попытаются человека поставить на свой уровень. Вот это очень может быть. Такова суть человека, это нормально. Но самое, что такое для таких уёбков неприятное, это то, что эту зависть люди сразу выкупают. Тут мне написала комментарий одна моя старая подруга. Дикуха, она и есть дикуха. Потому что она будет барахтаться в куче дерьма и периодически потявкивая, поджав хвост в страхе, чтоб ее никто не ёбнул. Она даже не пытается развиваться, но непременно будет лаять на тех, кто выше нее. Привет, подружка! А также мне лично известны люди, и послать их нахуй хочется не меньше, потому что насколько же они не умеют переваривать и воспринимать информацию. Они что-то послушали, в куриной голове сами себе решили, и говорят якобы эти факты, продолжая диалог со мной. Решив, например, что я хотела это сказать, но просто не сказала. Ой. А что еще хуже, я что-то сказала и просто этого не помню. Когда я понимаю, что кретин хочет сделать кретинку с меня, его дорога нахуй продлевается еще на десятки километров вперед. Во фриках намешано очень много разных характеристик. И я очень рада, что язык, на котором я говорю, в полной мере позволяет мне описать их всех. Но самая, наверное, неярко выраженная фрик-характеристика для общества – это когда он ни в чем не сомневается. У дурака абсолютно нет сомнений по поводу себя. Тот, кто глупее, необразованнее, он увереннее. Идиот всегда будет думать, что он самый умный и просветленный. Он захочет, не задумываясь, стать директором, управляющим чего-то там. Ему не нужны хоть какие-то минимальные знания, чтобы быть уверенным в себе. Я очень надеюсь, что им не поручают такие ответственные должности, которым они не соответствуют. Когда я называю людей овцами, вы не подумайте, что я говорю это с целью оскорбить. Это не так.
Это называется придавать вещам свои имена. Очень часто употребляют такие слова, как фрик-люди, куры и овцы. Все потому, что они имеют между собой большое сходство и манеру поведения. Фрик-люди, так же как овцы и куры, нуждаются в регулярной пиздюлине. Именно в регулярной. Потому что память у них как у рыбки, и через 5 минут они забывают о пиздюлине и начинают опять резвиться и прыгать, непременно стремясь выскочить тебе на голову. Короче говоря, все равно благодарю фриков за их существование. Чтобы получить более полное представление о теме, посмотри мои видео о фриках, дегенератах и тупорезах здесь, здесь и здесь. Всем пока!